Какая музыка лучше всего подходит автогонкам? Быть может, это мощнейший рок, под который на проселочных дорогах, размешивая грязь с пылью, толкаются искореженные колымаги. Или же дерзкий хип-хоп, чей речитатив в сочетании с битами делает погони с копами увлекательными и зрелищными. А как насчет панк-рока для развоза пассажиров на безумном такси? Или убойного кинематографичного саундтрека, что сопровождает почти тотальное разрушение окружающей трассы? Что скажете насчет электронной музыки для усиления эффекта от скоростных авто? А что если вообще сделать саундтрек в стиле кухни фьюжн и смешать несочетаемые компоненты, высокоскоростные аварии с классической музыкой? При желании можно приводить еще десятки, если не сотни примеров, но у всех из них есть одна общая черта. Есть мнение, что так больше не делают. И я не собираюсь лить слезы по ушедшему прошлому, куда интереснее другое. А почему так больше не делают? И действительно ли не делаю? Почему лицензируемые для автогонок саундтреки растеряли былой задор? Почему даже в великих некогда сериях, где местами до сих пор у музыкального руля стоят те же люди, что подарили нам культовые вещи, случаются сбои и в музыкальном плане мы получаем что-то совсем невнятное? Почему золотой век автогонок в видеоиграх отметился и появлением в них шикарного музыкального сопровождения? Как всего один человек смог перевернуть игру? И, наконец, могут ли песни из современных игр подарить те же ощущения, что и много лет назад? А также, действительно ли гоночные саундтреки умерли? Сегодня речь пойдет как о лицензированной музыке, так и о написанной с нуля, тем более, что иногда симбиоз этих подходов рождает настоящие шедевры. Но забегать вперед не будем и начнем все же с написанных композиторами саундтреков, ведь до изобретения CD о том, чтобы полноценно взять и вставить в проект песню, даже речи не шло, за редкими исключениями. Если не брать во внимание столь нечастые случаи, как Rock'n'Roll Racing, когда при помощи синтезаторов и сэмплеров писались MIDI-аранжировки известных хитов, большая часть музыкального сопровождения автогонок в 80-х и первой половине 90-х — это авторская музыка. Местами даже музыка культовая, как, например, саундтрек Outrun, что стал одним из многих источников вдохновения для целого жанра — Synthwave. Хотя, конечно, технически саундтрек Outrun гораздо ближе к чиптюну, но тем не менее. На эту тему у меня на канале есть отдельное видео, если интересно, то посмотрите. Сейчас же важно следующее. Очень долгое время формирование саундтреков для гоночных игр мало чем отличалось от такового для любого другого жанра. Студия нанимала композитора, композитор писал музыку. И не то чтобы в этом есть что-то неправильное, это как раз таки верный порядок вещей, который получил закономерное развитие с приходом эры CD-дисков и первой PlayStation. На ее прямом конкуренте Sega Saturn вышла довольно популярная на тот момент в Америке аркадная гонка Daytona USA. Саундтрек, который почти полностью копировал треки с версии для аркадного автомата, написанный даже с вокальными партиями. Это довольно бодрое музыкальное сопровождение даже сегодня. В некоторых треках голос вообще использовался в качестве музыкального сэмпла. Это довольно смело не просто для гоночных саундтреков, а для игровых саундтреков вообще. А вот вторая часть в плане музыки, на мой личный вкус, это скрытый бриллиант, что называется Hidden Gem не просто гоночных саундтреков, а саундтреков вообще. Тут музыка несколько развернулась в сторону жанра рок, что, несомненно, сыграло в плюс. В саундтреке можно найти и неплохие соляки,
и спокойные композиции. И, само собой, пару электронных треков, приятно разбавляющих общий настрой. 90-е для музыки из видеоигр удивительное время. Всего за какие-то 7 лет музыкальное сопровождение одной из самых главных гоночных серий тех лет, Test Drive, претерпело просто супер глобальные изменения. И из этого мы получили вот это. В конце 90-х на первый PlayStation взошла и другая звезда автогонок — великолепная Gran Turismo. И на ней хотелось бы остановиться отдельно, потому что ее пример, как мне кажется, отражает очень важную тенденцию в гоночной музыке тех лет. Вообще во всей серии крайне удачно сочетаются оригинальная, классическая и популярная музыка для достижения баланса аудиального разнообразия. Однако совсем уж разношерстный музыкальный микс в серии произойдет немного позже. В самой первой игре главными композиторами выступили Масахиро Андо и Исаму Ахира. Первый подарил игре Kiss You Goodbye, Nobody и Green Monster. Все это сильные треки с потрясающими гитарными соло. Самое захватывающее в них то, что тут используется широкий спектр инструментов, но при этом мелодии не теряют задора. В Green Monster, например, есть как орган, так и фортепиано, которые лежат в основе произведения, создавая при этом мощный фон, на котором звучит основная гитарная партия. Но и спокойные композиции оказались автогонки дико к лицу, Like the Wind и More Than Lovin', великолепные треки, саксофонные партии которых исполнил американец Стив Tavalione. Не обделена игра оказалась и вокальными темами вроде Second Chance. Творчество Ахиры в основном состоит из джазовых композиций Turning Point, Mr. 4WD и Take Your Dream On. В последней на сцену выходит еще один талантливый композитор Кадзухиро Такеда с деревянными духовыми, звучание которых очень похоже на саксофон Tavalione. Но главный козырь — это, безусловно, Moon Over the Castle, классический пример того, как музыка вписывается в игру. Композиция стала гимном серии, она начинается в оркестровой форме с медленной струнной партией. А затем постепенно и логично переходит к рок-составляющей, что создает впечатление, будто вы как игрок управляете мощным, быстрым, но при этом дорогим и элитным авто. И пока далеко не уехали, фан-факт о Луне над замком. Изначально полноценная мелодия была написана в качестве первого сингла сольного альбома Масахиро Андо под названием Endis. Затем ее переработанный сэмпл лег в основу трека Night Song группы T-Square, участниками которой были Андо и Ахира. А после в почти неизменном виде сэмпл уже заложил базу для главной темы игры, тем самым лишь в третьей своей итерации став бессмертной классикой. Чуть более глубокое погружение в тему саундтрека Gran Turismo нужно было вот почему. На мой взгляд, это показательный пример того, к чему пришла музыка гоночных игр. К усложнению, построению более изысканных мелодий, неизбежному появлению вокальных партий в композициях. Только вот мало кто задумывался, что можно ведь пойти и другим путем. Зачем изобретать мелодии в надежде на то, что среди них будет хит? Зачем тратить сотни часов на поиск вдохновения, запись и сведения? Ведь в мире музыки уже есть десятки проверенных временем треков и постоянно появляются новые. Зачем писать музыку в надежде на хит, если хит уже написан и его можно лицензировать?
Далеко не первый, но самый показательный пример. Именно этим путем и решила пойти еще одна культовая серия – Need for Speed. Но решила пойти далеко не сразу. До конца 90-х саундтрек Need for Speed развивался вполне стандартно для игр того времени и представлял собой все те же партии электронных инструментов. Стремительные и быстрые композиции от игры к игре, как и в Gran Turismo, создавали вокруг авто налет элитарности. Еще бы, ведь и автопарк был под стать, сплошь Феррари да Макларены, рассекающие то по горным тропам, то по долинам, но неизменно делающие это с грацией и на высоких скоростях. Квинтэссенцией электронного саундтрека серии Need for Speed той эпохи оказалась Porsche Unleashed, вышедшая в 2000 году. Полностью посвященная тачкам немецкого автоконцерна, игра всем своим видом отражала роскошь дорогих авто, что музыка лишь подчеркивала. А потом в серию NFS пришел человек, изменивший всю индустрию видеоигровой музыки навсегда. Его имя Стив Шнар, и создававшийся уже под его началом Hot Pursuit 2 зазвучал совсем по-другому. На смену написанной для игры музыки пришли лицензированные треки, причем лицензированные не бездумно, а с полнейшим пониманием дела. Тут давайте на время сделаем паузу и пробежимся по биографии Шнара. Это важно. С раннего детства, как и многие люди из мира музыкальной индустрии, Стив Шнар начал заниматься музыкой и даже сколотил с друзьями группу, однако куда больше его вдохновляло не сочинять композиции, а открывать другим людям что-то новое в музыке, то, на что раньше никто не обращал внимания. Когда мне было 10 или 12 лет, я помню, как купил альбом Talking Heads и дал послушать его своим друзьям. А они сказали: «О боже, это потрясающе!» В тот момент я почувствовал себя великолепно, но для меня сама песня всегда была не менее важна, чем автор, который написал ее ради искусства и самовыражения. Поступив на обучение в Нью-Йоркский университет на кафедру музыкального бизнеса и технологий, по окончанию Стив неожиданно обнаружил, что карьеру начинать практически негде. Дело не в том, что никто не хотел брать его на работу или практику. Примерно в момент выпуска из вуза все музыкальные лейблы разорвали контракт с университетом, и в любых других условиях Стив Шнар даже и не посмотрел бы в сторону молодого и малопопулярного канала, который не факт, что останется на плаву и открылся совсем недавно. Канал назывался MTV. Это сейчас MTV ушел в развлекательный контент, а вот мы его запомнили местом, где играла самая прорывная музыка. И в этом есть прямая заслуга Стива Шнара. Ведь в момент запуска канала на программных совещаниях сотрудники обсуждали буквально следующее. 40-летние менеджеры на полном серьезе говорили, что в эфир нужно ставить Хьюи Льюиса, потому что это проверенная классика. А на мои предложения раскручивать Мотли Крю они лишь говорили: «А кто это такие? Их никто не знает и слушать не будет». Однако руководитель Шнара прислушался к амбициозному парню и решил дать тому шанс. Уже упомянутые Мотли Крю, The Cure получили свою известность во многом благодаря протекции Шнара, а клипы Майкла Джексона, Мадонны и многих других выходили в качестве премьеры эксклюзивно на канале MTV благодаря ему же. Настроив работу на канале и уйдя в свободное плавание в качестве музыкального продюсера, Шнар участвовал в раскрутке не кого-нибудь, а самой Металлики и конкретно ее сингла Whiskey in the Jar. А также британских рокеров Coldplay, исландской музыкантки Björk и еще куча группы исполнителей. В 2000 году Шнар даже залетел в киноиндустрию, а конкретно в проект «Мисс Конгениальность», куда Шнара позвала исполнительница главной роли Сандра Баллок. Она хорошо знала музыкальный вкус Стива и рассудила, что именно его подход по привлечению крутых малоизвестных исполнителей – то, что нужно фильму, в чем и убедила продюсеров проекта. Успех кино в прокате, отличный опыт в становлении MTV и масса имевшихся на тот момент знакомств в музыкальной индустрии свели Шнара с Electronic Arts, которая как раз хотела развивать музыкальное направление, но не знала как.
А вот Шнар знал. В свою очередь я понимали, чем его завлечь: творческой свободой, отсутствием давления сверху и каких-либо ограничений. Для начала он привнес в новое музыкальное направление главный принцип, которого руководствовался всю свою карьеру. Что-то новое всегда лучше, чем проверенная классика. А известные команды не всегда то, что нужно для успеха игрового саундтрека. И вот тут мы наконец снимаем с паузы и продолжаем. Именно благодаря свежему подходу Шнара Hot Pursuit 2 так радикально сменила музыкальный стиль. Именно благодаря чутью Шнара в саундтрек попали Hot Action Cop, а также Rush, Cause of Nature и другие команды, о которых благодаря игре многие услышали впервые. И это было лишь начало. Уже в следующей игре серии команда Стива Шнара сделала, пожалуй, самое важное музыкальное открытие нулевых. Возможно, гимн всей серии Need for Speed. Я говорю о... Не сказать, чтобы сильно популярный на тот момент рэпер Lil Jon после выхода первой части Underground стал настоящей звездой. Element 80, Crystal Method, Static X, а также почти все группы, которых подписал Шнар, получили невероятный буст популярности. Но самая, пожалуй, интересная история случилась с Underground 2 и темой Riders of the Storm. Это ремикс, созданный специально для игры и при участии не кого-нибудь, а Snoop Dogg. В треке нашла отражение гениальная и простая идея одновременно. Совместить несовместимое: вокал Джима Морриса из The Doors и биты с читкой Snoop Dogg. Да и весь остальной саундтрек второй части Underground просто пестрил хитами от Rise Against и Queens of the Stone Age до Пола Ван Дика и Kill Radio. Кто-то может возразить, что это не слишком вяжется с правилом никакого старья, а лишь что-то новое, но на самом деле очень даже вяжется. Во-первых, ремикс — это действительно что-то новое и незаезженное. Во-вторых, множество групп, перечисленных выше, на момент выхода Underground 2 были не такими популярными, как после него. А в-третьих, новое превалировало в саундтреках серии NFS и вообще играх EA на тот момент процентов примерно на 90, что были незаезженными новинками. А вот уже остальные 10 оказывались известными вещами для привлечения внимания. К тому же зачастую группы сами приходили в Electronic Arts и напрашивались в новые проекты почти бесплатно, а какие-то и вовсе Стив Шнар открывал миру и давал им дорогу в жизнь. Avenged Sevenfold. Их менеджер Ларри Джейкобсон. Я раньше работал с ним на Capital Records. Он пришел ко мне в начале 2000-х и сказал: я только что подписал контракт с начинающей группой из округа Orange. Послушай ее. Я был просто поражен, как круто они звучали. При этом у группы не было соглашений ни с одним из музыкальных лейблов. В итоге я добавил Avenged Sevenfold в 6 или 7 игр. Благодаря Most Wanted в чарты влетел еще один рэп-исполнитель, который до этого был не особо популярен — Hush. Весь саундтрек Most Wanted — это, возможно, лучшее, что происходило с музыкой серии. Ведь с агрессивным роком и мощным хип-хопом тут, например, соседствовали Prodigy и талантливо написанные оригинальные композиции. А примерно в это же время, по другую сторону океана, подобный подход решили использовать еще одни разработчики гоночных игр, подарившие нам другой прекрасный саундтрек. Финны из Bugbear в культовой гонке Flatout, не имея огромных бюджетов Electronic Arts и обширного круга знакомств в музыкальной индустрии, решили рискнуть и найти таланты самостоятельно. И первый же трек попал в самую точку. Я
Ивану, нашему управляющему директору, который монтировал рекламные видеоролики, понравилась одна песня. Так что она прижилась, и мы лицензировали ее. Две другие финские группы просто связались с нами и сказали: послушайте нашу музыку, и если она вам понравится, то вы можете ее использовать. В Великобритании есть музыкальный веб-сайт под названием overplay.co.uk, где мы запустили конкурс среди групп, у которых не было подписанных с лейблами контрактов, на включение их треков в игру. По итогу у нас было 150 композиций. Мы прослушали их и выбрали лучшие, на наш взгляд. Это было, во-первых, отличное решение в рамках ограниченного бюджета, во-вторых, самим группам это было очень полезно, ведь многие, как, например, No Connection, получили возможность заявить о себе и поднять популярность. Ну а в-третьих, это оказалась просто интересная, качественная, а главное, подходящая стилю игры музыка. Это ведь лежит на поверхности. Раздолбанные колымаги на трассе прекрасно ощущаются под гаражный рок. Популярность первой части не оставляла никаких сомнений в том, что сиквелу быть, и вот тут авторы развернулись на полную. Обновленный геймплей требовал обновленный саундтрек, и он был великолепен. На смену начинающим командам пришли настоящие мастодонты рок-музыки. Можно по-разному относиться к Nickelback, Papa Roach и Fall Out Boy, но сложно не признать тот факт, что они отлично залетают под творящееся на экране безумие. Supergrass, Audioslave, Megadeth, саунд-продюсеры игры насыпали столько годноты, что даже почти спустя 2 десятилетия этот микс до сих пор видится идеальным рок-саундтреком для подобного рода интерактивных развлечений. Я уверен, что у каждого есть музыкальные открытия, которые случались благодаря видеоиграм и гонкам в частности. Лично в мои плейлисты Flatout 2, помимо уже упомянутого Fall Out Boy и The Vines, поселил еще и Yellow Card, которых мало что отличало от других аналогичных американских поп-панк групп того времени, но мое сердце просто навсегда покорило Breathing с внезапной скрипкой в качестве одного из лидирующих инструментов. Начало и середина нулевых, как мне кажется, это расцвет лицензированной музыки для гоночных саундтреков. Crazy Taxi, где под зажигательный панк-рок нужно было развозить пассажиров. Или же Burnout, где под руководством Стива Шнара мы получили как массу шикарных композиций самих по себе, так и прекраснейший Burnout Paradise, где в одном ряду можно было услышать Аврил Лавинь, Guns N' Roses, Killswitch Engage, Junkie XL и, сюрприз-сюрприз, Баха с Моцартом. Подборкой невероятно качественной музыки радовали консольная серия аркадных гонок Midnight Club и возродившаяся Test Drive Unlimited. Казалось, что удачная формула по лицензированию треков и внедрению их в гонки найдена. К концу первого десятилетия нулевых разнообразило свое музыкальное сопровождение, не растеряв при этом чувство вкуса и Гран-туризма. Да и конкурент в лице Forza Motorsport обладал приличным саундтреком. Во многом вернувшаяся к корням Flatout Ultimate Carnage сохранила брутальный саундтрек, пусть и не привнеся столько же известных имен, как и вторая часть, и в большей степени вновь выводя на сцену андеграундные команды. Тем не менее, она прекрасно держала марку.
серии Need for Speed музыка постепенно стала важнейшей частью. Скажем, в Carbon ее привязали к определенному типу машин. Маслкары отдавали роком, быстрые спорткары хип-хопом, а тюнингованные тачки давали возможность послушать электронику. Было ощущение, что схема может работать вечно, но в десятых что-то явно пошло не так. Сам по себе жанр автогонок лишь набирал популярность, как росла и игровая индустрия в целом. Старички же стали терять былой задор, и музыка тех же Need for Speed больше не была такой яркой. Парадокс: имея на руках отточенный механизм по внедрению качественной музыки, команда Стива Шнара почему-то раз за разом промахивалась. Хотя надо признать, что иногда хорошие композиции выловить все же получалось. Ушедшая благодаря авторским правам от Bugbear серия Flat Out в третьей части и новых руках не просто не смогла повторить успех предшественниц, это была одна из самых низкооцененных игр в истории вообще. Более того, умудрились продолбать и музыку. Во время подготовки я наткнулся на мнение одного из фанатов, и лучше описать я не смогу, так что цитата. Во Flat Out 3 звучит авторская музыка, которая выглядит как вступительный риф из херовой песни, повторяемый до тошноты. Неплохо в музыкальном плане при этом выступила Test Drive Unlimited 2, но до планки первой игры дотянуться у нее все же не получилось. Со свежими идеями в 2010-м ворвалась Split Second, авторы которой сочетали скоростные гонки и взрывной экшен. Над музыкой игры работали люди во всех смыслах не последние, в свое время приложившие руку к мелодиям серий Driver и Burnout. И это был реально глоток свежего воздуха. Главная тема, в первых аккордах которой, кажется, нет ничего примечательного. Вскоре становится более захватывающей, поскольку пульсирующие электронные ритмы и резкие гитарные рифы сопровождают музыку и создают насыщенный звуковой ландшафт. Оркестровый, почти Майкл Бэевский саундтрек — это безусловно что-то новое и уникальное для видеоигровых гонок. Почти каждая композиция подчеркивает ощущение эпичности и масштаба происходящего. Например, Heavy Hit, где сочетаются мощные струнные, брутальные духовые и резкие биты. Уникальности саундтреку добавляло еще и то, что каждая композиция внутри была поделена на несколько частей в соответствии с количеством кругов на трассе, и каждая часть грамотно и логично переходила в следующую, постоянно модифицируя и усложняя основную мелодию. Очень советую ознакомиться лично, если слышите впервые или подзабыли. Также вселяла надежду и The Crew от Ubisoft, электронный саундтрек который одна из лучших вещей, что мне приходилось слышать в рамках подобного музыкального сопровождения. Во многом уникальная музыка. Heavy as a Feather, в которой энергичная струнная мелодия выступает в качестве фона. В сочетании с кинематографичной перкуссией и прекрасными сэмплами композиция создает очень захватывающую динамику. Треки Heist 1, Heist 2 и Heist 3, каждый хорош по-своему и каждый транслирует свое настроение. Почти все мелодии тут передают дух игры. Однако это, как мне кажется, исключение из правил тех лет. Своего рода агония. Гоночные игры уже стремились к своему закату. Жанр, ставший более массовым, нуждался и в музыке, которая не будет отталкивать игрока. Давайте на чистоту.
Какими бы качественными не были треки Fallout Boy и Avenged Sevenfold, эта музыка не для всех. Просто потому, что не все слушают рок-музыку, как не все слушают рэп, не все слушают электронику. Нужен был наиболее унифицированный жанр. Нужна была музыка для каждого, что не отпугнет массового игрока. Или же нужно было трендовое и известное имя, которое привлечет новых пользователей. Именно в эту сторону начали отходить игровые саундтреки известных серий. Появившаяся как ответвление от Motorsport Forza Horizon практически сразу взяла курс на легкий, трендовый и не напрягающий саундтрек. О музыке Flatout 4 даже говорить не хочется, так что позвольте я промолчу. А вот NFS продолжала сбоить, и в наибольшей степени этот сбой стал заметен, по моему мнению, в Need for Speed Heat. Новое место действия, аналог Майами, задал с одной стороны понятный вектор — латиноамериканская музыка с примесью хип-хопа, а с другой сильно ограничил создателей в выборе композиций. В такие рамки было довольно трудно впихнуть треки с любого уголка земного шара, как это удавалось ранее. При этом хитовых новых исполнителей на латиноамериканской сцене команда Стива Шнара не нашла, а все старые и известные либо были слишком заезженными, либо не подходили игре вообще. Таким образом и новых голосов открыть не получилось, и проверенных треков докинуть не удалось. Казалось, нужно что-то менять, и в Need for Speed Unbound вместо того, чтобы открывать новые лица, продюсеры решили использовать проверенные треки, тем самым полностью нарушив главный принцип Стива Шнара. Но треки были не проверены временем, а проверены вот буквально только что трендами Spotify. Получилось местами чуть лучше, местами удивительно неплохо, но в целом, на мой взгляд, все еще не очень удачно. Rockstar всегда обладала чутьем не только на хорошую музыку, но и на то, куда подует ветер на рынке. Видимо, поэтому после Midnight Club Los-Angeles в 2008 продолжение мы так и не увидели. Однако игра достойная и играется прекрасно до сих пор, а музыка — это еще один крайне рекомендованный к прослушиванию скрытый бриллиант среди гоночных саундтреков. Как мне кажется, именно недостаток свежих идей, страх рисковать и желание привлечь к автогонкам более широкую аудиторию с самыми известными сериями и сыграли злую шутку. Подтверждало это утверждение и то, что те, кто рискнуть все-таки пытался, вроде Split Second, не окупались. The Crew ко второй игре тоже, если можно так сказать, опопсела, и лишь авторы гонок, которые понимали, кто их аудитория и за что аудитория ценит такие игры, оставались верны себе, потихоньку двигаясь вперед и делая то, что умеют. Я говорю о сериях Forza Motorsport и Gran Turismo. Кажется, что только такой подход и может работать, но способны ли автогонки сегодня подарить те же чувства от сплава саундтрека и вождения? Мне казалось, что в полумертвом жанре уже нет, но я дико ошибался. Во-первых, на удивление, отпочковавшаяся от основной серии Forza Horizon начала делать то, о чем позабыла команда Стива Шнара – пытаться улавливать тенденции, и в четвертой части принялась заигрывать с электронным саундтреком, а конкретно синтвейвом. Более того, буквально вот несколько месяцев назад в одном из обновлений для уже Forza Horizon 5 разработчики добавили целую радиостанцию Horizon Retro Wave. И мне кажется, это тот жанр музыки, что как нельзя лучше подходит аркадным гонкам. Хочется верить, что и авторы других гоночных серий придут к пониманию этого, ведь Synthwave и его производные отлично вписываются в автомобильную тематику как своей эстетикой, так и ритмом, который подойдет и для агрессивного, и для спокойного вождения.
Во-вторых, Bugbear, потеряв Flatout, сделали его идейного продолжателя в лице Wreckfest, саундтрек который это то, что их саунд-продюсеры умеют делать лучше всего. Привлекать крутые команды, музыка которых будет отражать дух игры. Однако настоящим открытием для меня стал другой проект. Точнее, его музыкальное сопровождение, которое заставило испытывать эмоции, очень похожие на те, что были почти 20 лет назад при игре в автогонки. Это настоящий преемник Flatout как по духу, так и по настроению музыки. Важно понимать, что я сейчас совсем не про геймплей, к которому есть вопросы, но они при этом лично у меня компенсировались саундтреком. Я говорю о Trail Out. И не надо кидать в меня помидоры или спрашивать, что это такое, я сейчас все объясню. Ремарка. Любое восприятие любого произведения – это чистая вкусовщина, но моя вкусовщина в данном случае позволила проникнуться музыкой игры. Почти в одну калитку саундтрек затащили французские альтернативщики OnLab. Они настолько в меня попали, а их фиты с другими командами звучат так по-разному, что я поначалу даже не понял, что это одна и та же группа. Я не знаю, кто из разработчиков Good Boys откопал этих ребят и как они выбрали настолько попадающие в игру треки, но эти люди реально либо суперпрофессионалы, либо большие везунчики. Музыкальное сопровождение Trail Out — это не просто скрытый бриллиант. Это не граненый алмаз. Я прошерстил весь интернет, пытался связаться с разработчиками, чтобы узнать подробности для создания этого ролика, но безуспешно. Так что я не могу при всем желании рассказать подробнее о разработке саундтрека. Могу лишь сказать, что OnLab уже в отрыве от игры. Это одно из главных открытий этого года для меня лично. И огромная рекомендация к ознакомлению. Во времена, когда так уже не делают, в Trail Out взяли и сделали. Все вышеперечисленное, наряду с обновлениями Forza Horizon и очень неплохим саундтреком The Crew Motorfest, показатель того, что пусть жанр гонок уже и не такой популярный, как раньше, хитовые, классные и просто приятные треки там встречаются. И даже чаще, чем мы можем себе представить. Главное — уметь слушать.